Дорогие друзья, у нас сегодня в студии «Ракурс» удивительный гость, который, у нас неудивительных не бывает, но этого человека Одесса только узнает. И вы знаете, очень приятно, когда Одесса становится домом для таких удивительно ярких, интересных и творческих людей. С нами Олег Рыжков. Привет. Привет. Я хочу сказать, что мы с Олегом познакомились буквально несколько лет назад. И это был какой-то из проектов, кажется, совместный с галереей «Ракурс», проект «Рикошет», где я увидела впервые его работу. Она была полна драматизма, она была полна внутренней боли. И я это считала с его работы. Позже я узнала, что Олег, в общем-то, прошел Донбасс, да? И ушел семью, спасая с Донбасса в Днепропетровск, но остановился в Одессе. Правильно? А вот что послужило таким вот решением именно в Одессе остаться? Во-первых, я просто люблю море. И когда переехали в Днепр, мы там прожили 4 года, просто подумал, а что я здесь сижу, если в Одессе есть море, ничего не держит, можно просто поехать. Не ездить на море, а ходить. Ходить, наверное, все-таки лучше. Класс, он таки наш. Я вам скажу, что ситуация еще в том, что Олег однажды увидел в Одессе, когда он был здесь проездом, да, памятник Пушкину. Не проездом, это мы приехали сначала в марте определиться, Где же будем, еще да. раз на Одессу, все-таки это наше или нет. И меня тронуло то, что в Одессе это единственное место, может я просто не видел, где-то еще есть, но это единственное место, где я увидел Пушкину от благодарных граждан. Да. Это меня до такой степени поразило, что в этом городе есть благодарные граждане. Да, благодарные горожане. Ну, я вам скажу, что мы эту идею, кстати, именно когда нам об этом рассказал Олег Рыжков, мы эту идею подхватили и инициировал сбор средств для Олега Губаря именно с такой надписью от благодарных горожан. Вот, сбор средств на монумент от благодарных горожан для Губаря. Именно эта идея была взята от Олега. Ну и подхвачена, конечно, нашим Сергеем Брайко и также близкими Олега Губаря, а, конечно же, его друзьями, которых оказалось очень большое множество, потому что мы все одесситы. Скажите, Олег, вот я хотела немножечко раскрыть вас как художника. Я буду говорить на «ты», на «вы», наверное, потому что человек еще новый, но уже стал родным. И так как он стал родным, я могу себе позволить где-то сказать на «ты». А вообще, конечно, форма такого недолгого общения нас иногда вынуждает переходить на «вы». Вот ваша жизнь. С чего начался путь в творчестве, как художника? Он начался еще в детстве. У меня отец работал машинистом, а закончил заочно Репинку. Это еще в 50-х годах или там конец 40-х. Он всегда говорил, если ты чем-то занимаешься, занимайся серьезно и занимайся так, чтобы не было стыдно, но занимайся от сердца и от души. Я ходил в изо-студию, я рисовал с отцом, я рисовал с братом. Он, кстати, закончил Одесский инженерно-строительный институт, архитектуру. Академия сейчас архитектурная. Сейчас академия, да. Работал долго в Крыму, потом в последнее время в Донецке. И архитектором, дизайнером. Но он хороший акварелист? Он? Да. Ну, конечно, брат. Архитектор. Потому что у нас очень хорошие акварелисты, кстати, в Одессе. Именно мне тоже дарит нам... очень нравится акварель, нравится масло, нравится графика. Я, вот, скажем так, вот школа, которую кто-то постигал там, заканчивал какие-то вузы, еще что-то, я ее прошел в самом детстве. Я занимал призовые места на всесоюзных соревнованиях. Сказывались гены. Как они были там, конкурсы. По центральному телевидению еще была такая передача. Там, Мы ищем таланты. Нет. Журнал «Мурзилка», и вот он организовывал конкурсы художников. Потом было такое украинское «Алівець-малівець», там якась така
передачи. Какая прелесть. Да. У меня, То есть вы с детства были под прицелом, можно сказать. да, было много и дипломов, грамот за участие в всевозможных этих, ну, в школе, естественно. Предопределили этим они занимался. ваш путь все-таки. Да, ну потом вот, наверное, все-таки пошло дальше спорт, потом пошла музыка. В конце 10 класса я еще играл. А каким видом спорта вы занимались? Я занимался разным и легкой атлетикой, потом, когда понял, что убегать мало, а надо еще Встретить противника лицом к лицу. заступаться за девушку и отстаивать себя, занимался боксом, борьбой, карате. Ну, в общем, в принципе, все это пригодилось, все это. Я думаю, чего он нам такой родной? Ну, я вам скажу, что вот вы сказали в самом начале по поводу того, что отец говорил, любую работу надо делать хорошо. Мне мой отец тоже говорил именно такие слова о том, что надо, чтобы не было стыдно за твою работу никогда и нигде. А помимо этого, отец у меня, помимо того, что писал, он был ювелиром. И он всегда говорил, у ювелира должны быть руки чистыми. Вот, поэтому во всех смыслах. Ну, а вот вид спорта все-таки дал вам какое-то, вернее, боевой вид спорта, дал вам какое-то такое вот сильное состояние духа, ведь вы прошли такие испытания. Ну, все дало. И опять же, увлечение спортом, увлечение тем же искусством. Когда соревнуешься, когда с кем-то участвуешь в каких-то вот таких мероприятиях, в любом случае есть, ну, скажем, этот дух соревновательный. Но он для И не мужчин просто- очень близок, Не да. просто участие, а хочется ж еще и, наверное, победить. Победить, да, чем-то. победа. Вот поэтому это было важно. Это сегодня уже не столько важно. Сегодня главное участие, понимаешь, что олимпийский вот этот принцип, когда ты участвуешь в каких-то мероприятиях, это гораздо важнее, чем сам результат, потому что результат это уже ты подошел к этому. То есть вот результат, почему мне нравится творчество, почему мне нравится рисовать, почему мне нравится живопись и так далее. Потому что сам процесс затягивает до такой степени, ты от него получаешь такой огромный кайф, что, в общем-то, результат он предсказуем, и ты уже знаешь, что все равно не может не получиться что-то хорошее. В любом случае получится. То есть, если тебе нравится, значит еще кому-то понравится в этой жизни. Безусловно. Ну а что предопределило ваше такую философскую мысль, философское развитие мысли? Причем вы как блогер очень интересны именно своей глубочайшей философской такой аналитической работой, темами разными, которые настолько серьезные, что, в общем-то, как бы удивляешься, человек вроде как не заканчивал ничего по такой философии, а столько всего. Ну, это жизнь, это она. Я всегда увлекался, если честно, мне было интересно, для чего мы, почему, но так как все мы родились в эпоху нашего социализма, и нам говорили, что этого ничего нет, а потом ты живешь и видишь, что все-таки что-то есть и там, и здесь, и все эти проявления у тебя появляются, начинаешь интересоваться, откуда оно, почему. А потом еще узнаешь, что лидеры этого же самого социализма имели целые лаборатории на эту тему, изучали Да. эту тему серьезнее, чем можно вообще предположить работу любой научной лаборатории. Хотя, к чести того времени сказать, и научные лаборатории, НИИ, да, они были все-таки в советское время действительно развиты. И, кстати, проходили исследования именно в этой области, которую, ну, для общего массового населения как бы закрывали, правда? Да, и я это прекрасно понимал, и не хотелось быть той толпой, Винтиками, да. для которой это делалось, потому что это было видно, ну, во-первых, зачастую это делалось очень грубо, было понятно, что, ну, вернее, то, Ну, что конечно, делалось у на нас была высоком такая уровне, борьба с инакомыслием, вот на что высоком это уровне грубее. она была высоко развита и делалась качественно и классно. То есть были и телевизионные программы, Ох, и какие. газетные статьи, и все остальное, ну, это все было. Но чем ниже это опускалось, тем уровень, естественно, был ниже, проще, и ты понимал, что тебя обманывают. Ну, я понял, что меня обманывают еще в 4 классе. Ну, конечно. И опять же, благодаря родителям, они мне объяснили, что, ну, скажем так, у меня списывали, мне поставили 3, а человеку, который списывал, он поставили 5. Я возмутился, там, сказал нехорошее слово учительнице, и потом меня, скажем, вот все оставшиеся годы в школе
говорили, что она ай-яй такой нехороший. Ну, я понял, что не всем и не всегда можно быть хорошим, что правда она тоже не всегда замечательна, и что учителя это не те боги, которые вот нам как казалось. Которые мы, да. Мне повезло, я это понял рано. Некоторые даже этого не понимали, закончив школу. То есть им казалось, что раз это учитель, еще кто-то это вот. Ну, у них, видимо, срабатывало. Во-первых, им могло повести на учителя. У нас был учитель, который мог остаться с нами после уроков. Удивительный физик. Был у нас такой, как это сказать, своего дела. Ну, как сказать, настолько любил физику как предмет, как науку, что он не мог позволить, чтобы кто-то что-то не понял. Это ж так увлекательно, это ж так интересно. И он нам показывал кучу фильмов, которых не было в программе. И мы оставались с ним после уроков, там добивали то, что мы не поняли на уроке. И это было безоплатно, и это было от души, и он нам был другом. Кстати, у нас по физике тоже был замечательный Вот, это, видимо, вот какая-то такая... И тоже все это вот, он по новой программе Шаталина нам преподавал, там по конспектам мы учились, все это проходили, но, понимаете, отношение... Но вот это вольнодумство, видимо, оно в нас и засело. Да, а отношение не к тому, что ты воспринимаешь, это воспринимаешь как человека, как предмет, но не как божество, которое, ну вот, ну да, пытаются тем более... нам, там, Ленин это божество, партия это божество, да, вот преподаватели нельзя там с ними спорить, ничего. Почему нельзя спорить, если у меня есть свое мнение, и оно немножко не совпадает? Особенно если ты чувствуешь, что ты прав. Да, и когда мне врут, я это вижу. Понимаете? Но вот это вот состояние лжи развалило, кстати, Советский Союз. Если бы все хорошее, что было в нем, можно было сохранить и перенести, а все плохое уничтожить, то, конечно, бы это было совсем другое дело. Потому что действительно, реально, вы правильно сказали, было много хорошего. Что же сказать? Ну, к сожалению, имеем то, что имеем. Вот наступили свободные 90-е. Как вы их встретили? Мы просто все хотим о вас знать, потому что я думаю, что вы войдете в историю Одессы и с нами задержитесь. И именно тогда мы открыли первое предприятие, рекламное агентство. Я работал в трамвайно-троллейбусном институте, в управлении замначальника, это называлось служба движения, как раз диспетчерские. Это дорожный институт вы заканчивали, техникум? Это Харьковский институт коммунального строительства, там тоже, кстати, были архитекторы, тоже с ними рисовали, тоже занимались. Где-то близко, да. Поэтому, когда пришли 90-е, мы с товарищем, он занимался связью, а я занялся рекламой на транспорте. Это мы первые в Донецке разрисовывали вручную троллейбусы, делали трафареты из картона. А мы батискафы первые разрисовывали, я помню нашу молодость. Боже мой, я помню еще, как на Новый год мы разрисовывали ресторанчики. На Новый год это была подработка. У вас в Донецке была она на Новый год? Была подработка и на Новый год, и просто так мы разрисовывали общежитие ТТУ, мы разрисовывали киоски. Короче, у нас это было общее, да. 90-е открыли. Нужно было как зарабатывать. Вот. Потом меня пригласили на Зуевскую ГРЭС строить троллейбусное депо, ну там до 90, скажем так, закончился социализм, закончилась эта программа, я работал в плановом отделе, все это начало затухать, зарплаты стали очень маленькие, скажем, пытались выжить, в районе $30, скажем так. Вот. И появились в это же время коммерческие фирмы, которые занимались давальческими схемами с электростанциями. Отсюда начался мой бизнес. Большой бизнес, даже, можно сказать, очень большой. Серьезно? Реально крупный бизнес? Личные самолеты, не мои, я работал на людей. Ничего машины, себе. охраны и так далее. С трамвайчиков до личных самолетов это достаточно широкий активный шаг. Но опять же вот не хватало той свободы. То есть, когда этим занимался, я мечтал сходить в магазин за пивом в тапочках. Когда у тебя за спиной там охрана, тут губернаторы, там министры, там это вот этот дресс-код, все прочее, до такой степени это давило и было так не очень интересно. Но все это время все-таки творчество не затухало, где-то как-то этюдник.
Да, нет, этюдник стоял все время в Открывался? углу, на стене висели картины, когда кто-то приходил, кому-то что-то нравилось. Просто дарил? Появлялась дыра, просто дарил. Надо было что-то новое, это закрыть, появлялось новое и так далее, закрывалось периодически, ну, постоянно, но нерегулярно, конечно. Угу. Сегодня, когда, опять же, пришла та же самая война к нам, никто не думал, не подозревал, что может так случиться, Да. что самый лучший, самый близкий наш друг, сосед, вот такое вытворит. Когда приехали нас защищать от нашего имущества, от нашей жизни, от наших денег, От наших денег это очень хорошая формулировка. да, от всего этого нас защитили. То вы решили, да, Когда защитить семью. сидишь на работе, оно тебе прилетает, вот, и считаешь примерно там 100 метров, 50, Ну, конечно, 20, военные действия на ходу. и в крышу вот возле тебя попадает, а ты в уголочке так вот сидишь, ну, чтобы... Ужасно. Начинаешь понимать, что есть другие ценности совершенно. Это раз. Второе, когда уже выехали, когда не стало ни квартиры, ни работы, ни машины, ни дома, ни... Ну, конечно, терять нечего. И, в Налегке. принципе, даже кладбище, которое было, оно тоже осталось там. Начинаешь понимать, что вообще ты всю жизнь жил для чего-то такого искусственного, непонятного, зарабатывал, что-то бегал. Куда-то бежал, а куда непонятно вообще. То есть прибежал к тому, что с чего начинал. То есть у тебя ничего нет совершенно, потому что бежал за материальным. Вот он раз, все кончилось, сели в машину, выехали, вывез семью. Вот тут зародился, наверное, сына, внука и философ. все остальное. Наверное, тут зародился философ. Уже по-настоящему. Здесь же Переосмысление все, жизни, взглядов. зародился тот художник, который решил, что хватит натерпелись, наверное, надо заниматься тем, что нравится, тем, что тебя увлекает, то, без чего ты в принципе не можешь. Для чего ты пришел на эту землю. Да, как-то так. Здорово. Ну и хорошо, вот ваш путь в Одессе, с чего он начался? Как вы в Одессе вот вообще искали себя? Я просто продолжил рисовать. Дело в том, что мне еще раз повезло, когда приехали в Днепр, я попал, когда начал искать, опять же, работы, подработки, на что там надо кушать, я попал в сетевой маркетинг. Все они очень хорошо привлекают, давайте тут вместе. Ну, особенно когда нет зарплаты и нет работы, Да. то можно себе позволить поиграть в это, а вдруг? Я немножко поиграл, что мне понравилось, они очень хорошо умеют обучать. В том числе обучать маркетингу и обучать тому, как Развивать. как развиваться, как продвигать свой продукт. То есть они говорят, вы не продавайте товар, вы продавайте себя. Продавайте в соцсетях, продавайте где можете, продавайте там. Я прислушался, и занимайтесь тем, что вам нравится. Это первое, о чем они говорят. После этого я начал Но заниматься. они правы. Да, после этого я начал заниматься тем, что мне нравится, и продвигать, скажем так, вот в тех же соцсетях. Я до этого писал, были у меня там литературные попытки, страничка Проза.ру, там есть мои рассказы, даже есть... Мы даже этого не знали, интересно будет даже есть почитать. один романчик там. Вы там как Олег Рыжков? Да. Я ссылочку, если интересно. Да, ссылочка нам очень интересна. Мы с удовольствием вам предложим даже такое участие. Сейчас новый проект в Одессе «Белая акация», и Сергей Брайко, он так долго мечтал о таком проекте. Наконец, в прошлом году этот проект стартовал, и в этом году Сергей Брайко собирает писателей, поэтов, публицистов, чтобы они поучаствовали. Так что если у вас будут какие-то короткие эссе, может быть легкие философские, может быть душевные какие-то, такие, знаете, как майские или июньские такие ощущения, когда цветет акация, когда дурманит голову ее аромат, и когда впечатления только самые лучшие от жизни. Обязательно. Ну и хорошо, вот наши планы. Вы побывали в нескольких галереях в городе Одессе, и, конечно же, даже если их не называть, можно сказать о вашей деятельности в этих галереях. В одной из них вы делали чудесные мастер-классы, в другой вы окунулись в жизнь галериста и научились проводить аукционы. То есть каждая веха вам что-то давала, да? Вы все время чему-то учитесь. Я вообще считаю, что когда человек прекращает учиться, он, в принципе, умирает.
ну или Стареет. да, деградирует как минимум, но потом постепенно все равно к этому приходит. То есть пока мы учимся, Так, пора начинать пока что-то мы- опять учиться, я вам Обязательно. скажу. Мне когда-то сказал один мой друг-психолог, выбери то, что тебе страшнее всего, и этим займись. Я, знаете, сразу подумала, что мне страшнее всего компьютер, потому что я человек творческий, и когда слово компьютер, я купила даже умную книгу, я вот открываю книгу, мой мозг тут же хочет спать. Понимаю. Молниеносно. Я вот, вы знаете, на второй строчке я тут же засыпаю. Вот не надо мне ни гипноз, ничего, ни таблетки димедрол, ничего. Вот просто открыть, опа, умная книга про компьютеры. Все, сон. Мозг в состоянии сна. А у вас как? Ну, с компьютером я познакомился, опять же, в том же еще Загрессе, когда еще были программы ДОСовские, то есть гораздо раньше. Еще первые? Еще постсоветское первые. или советское время? Ну, естественно, да. Ух ты! Ну, То есть вам проще, программы но мужчинам по всегда экономике проще. Мы делали на этих программках, некоторые я сам даже писал, но потом появился Windows, стало просто, непонятные там кнопочки нажимаешь, вообще замечательно. Но Супер! для меня, опять же, я не настолько молод, вот мой сын быстрее понял, мой внук уже в 3 года уже делает то, чего я не умею и, наверное, никогда не научусь. У вас потрясающая семья. Мы следим за развитием событий. Почему? Потому что нам нравится человек, нам нравятся его публикации, нам нравится позитивный настрой человека, прошедшего ад. Фактически побывать под такими, извините, обстрелами и в обстановке, когда гибнут люди, это фактически та же война. И пусть она 100 раз гражданская, не гражданская, не важно. Важно, что это ад. И человек, конечно же, выйдя с этой стези, наверное, он научился многому. Вот, наверное, вот этой любви к жизни, да, обостренной. Ну, я понял самое основное, это мы привлекаем то, что мы отдаем. То есть мы живем перед зеркалом. Вот мы отдаем туда любовь, хорошее настроение, свою улыбку. Мы это получаем от Вселенной, от людей, от города, где бы мы ни находились. Если мы То есть надо, несем господа, негатив, улыбаться. обязательно. Если мы несем негатив, к нам негатив возвращается. Это аксиома, это не нужно даже доказывать. Я это видел, я это проходил 1000 раз. Я вижу людей, и тех, и этих, которые... Ой, у меня еще и шкурный вопрос И будет. положительные, и отрицательные. Ну, Вот, отрицательные. Олег, а было ли в вашей жизни когда-нибудь, что вот много лет подряд с вами был человек, как ваш друг, и вдруг этот человек из-за какой-то мелочи, из-за какой-то, ну совсем, ну как сказать, не стоящей внимания, мелочи, вдруг становится вам, ну скажем так, как враг, он позорит ваше имя, он вас как-то очерняет, он как-то вас не в том свете преподносит другим людям, не оставляет ни одного комментария без, так сказать, своего внимания. Такое было в вашей жизни? Ну, конечно. А вот как вы реагируете на таких людей? Как правильно, по-вашему? Как правильно, я не знаю. Раньше, когда был помоложе, я, естественно, реагировал бурно, наверное, скажу так. Сегодня я просто прохожу мимо, потому что тратить свои силы, свои эмоции, свою энергию. Что у нас есть самое дорогое? У нас есть время, и у Время, нас есть наша энергия жизнь. жизненная. Если я начинаю тратить свое время и жизненную энергию на этого человека, то, извините меня... Даже если вы понимаете, что он вам враг. А он этого не стоит, я просто прекращаю. А как вы с ним относитесь общаться. к тому, что ваши друзья продолжают с ним общение? Ну, пусть общаются. Дело в том, что, понимаете, все люди, скажем, наше окружение появляются для того, чтобы нас чему-то научить. Одни нас учат любви, другие ненависти, третьи еще чему-то. Вот. В конце концов, все мы учимся превращать вот тут те какашки, которые нас сыпятся, в любовь, потому что наш Создатель — это любовь. Ну, конечно, В Бог конце есть концов, любовь. вот если мы этому научились, мы пошли дальше. Если нет, наша жизнь возвращается еще раз к этим же урокам, пока мы не научимся. Это не прощать. Вот многие говорят, это там просить, еще что-то. Нет, это не просить, это просто Понять. да, Отпустить. понять, отпустить, это просто пройти мимо, потому что оно того не стоит
Это будет, эти люди есть, они никуда не денутся. Ну вот мне, например, в Наши последнее друзья время... будут с ними общаться, ради Бога, пусть общаются. А я потому считаю, что нет. Вы знаете, если тебе настоящий друг, и он видит, что его друга абсолютно ни за что обижают, и если он проходит мимо, то он тебе не друг. Потому что настоящий друг поймает и скажет, что ж ты, сволочь, на Олега такое написал. Он же честный, порядочный человек. Ну и что он тебе бутылку не дал? Ну так разве можно из-за этого его грязью поливать? Вот это твой друг. Ну, я понимаю, о ком идет речь, но там Ну он да. просто не дал. Там Образно. вообще-то должно было это произойти с той стороны, но это перевернули так, что где как я говорю. Ну, вот это проблема этого человека, понимаете? Еще Он раз. все равно лишится Если всех друзей, да, потому что он все равно себя проявит и Конечно, к другим людям конечно, так же. Конечно. Очень Поэтому, жалко, конечно, не что стоит- такие не люди стоит- в нашу жизнь приходят. Они будут, они нас учат, Они опять нас же, учат. быть более толерантнее, обращать Может быть, больше даже не внимания на- толерантнее. Вот я не согласна насчет Нам толерантности. все равно обращать, больше общаться с теми, кто нам Да, дороже. вот. Экономить больше- свое время жизни. им на больше нормальных, достойных внимания и людей. времени отдавать тем, кто нам Да, кто нравится, достоин. кто с нами идет, скажем, в одном Да, направлении. абсолютно Остальные- верно. Ну, что сказать. Вот такой удивительно философский разговор у нас сегодня вышел. Короткий, но очень емкий, с Олегом Рыжковым. Мы с удовольствием еще встретимся и не раз, потому что я думаю, что Олег Рыжков как блогер скоро станет не менее известен, чем наш Владимир Богатырев, которым мы очень гордимся. Это наш друг нашей галереи, партнер, информационный партнер, который всегда с нами. А сейчас у нас еще второй информационный партнер, которого мы, получили от неба вот как подарок. Наверное, спасибо огромное, что Олег Рыжков нам помогает. И в интернете вы увидели, что нашей информации стало немножко больше. Вот это немножко больше, это и есть Олег Рыжков. Потому что мы люди творческие и не всегда можем себя преподнести. А сегодня вы узнали, что человек, который прошел, как это называется, маркетинг? Или как называется это вообще, вот пирамиды эти. А человек научился главному умению помочь правильно донести информацию, правильно? Спасибо большое. А мы у него будем учиться. С нами был Вам спасибо. Олег Рыжков. Спасибо.